И BMW, Motorrad, Vision, Ambi, это не... Блядь. Я так понимаю, while the BMW iVision... Ну-ка, ну-ка, что они тут? Дальновидное двухколесное решение для городской мобильности завтрашнего дня. Я правильно понимаю, что вот, блядь, для города, да, особенно вот для Германии, в городе нужны амортизаторы. High Speed Pedelec for Urbanists. Для урбанистов сделали. Типа для Варламова велосипед, я правильно понял? Ну как бы урбанисты на то и урбанисты, что они, блядь, не в лесу живут, а в городе. Зачем им вот здесь вот это вот говно? Представляет дальновидное... Бля, я не знаю, может там какие-то экстрасенсы, типа с ТНТ. Внешне BMW iVision Ambi похож на электровелосипед. Ладно. Ладно, хорошо, я как бы чё. Ну, похож так похож. Но предлагает значительно больше возможностей. И это один из 5 различных концептуальных автомобилей, с помощью которых BMW Group представляет свое видение индивидуальной мобильности в городах и их окрестностях. Блять, тут сначала для урбанистов сделали, а потом какие-то окрестности города пошли. Под единым зонтиком, охватывающим электрическую мобильность, цифровые технологии и устойчивость, 5 новаторских концепций создают универсальное сочетание мобильности на 2 и 4 колесах, подпитываемое устойчивым... Пиздец, кто это говно пишет? Широкий спектр потребностей. Ну, вот вы говорите там про потребности на БВН. На кому нахуй нужны вот это вот говно в городе? Вот просто вот зачем? Вот это. Я понимаю, в Минске это нужно, потому что тут, блядь, дороги такие. А зачем вот в Германии вот это? Там что, тоже такие дороги убитые или что? Там в Берлине в каком-нибудь, там в Дрездене, я не знаю. Серьезно? Там нужны эти амортизаторы? Вот давайте вот. Вот Дюссельдорф просто вот. Или там Дуйсбург. Ну вот просто рандомный, блядь, город. Ну-ка смотрим, что там. О, тут на каждом сантиметре надо, блядь, амортизатор, я так понимаю, да, вот тут просто не проедешь, блядь, без амортизатора. Такая нужная вещь на велосипеде, блядь. Плюс 2 килограмма, короче, просто с нихуя. Вот зачем? Может, я в центр попал? Давайте вот здесь посмотрим что-нибудь. Ну да, тоже пиздец, там, дед просто сейчас убьется нахуй. Короче, в яму залетит тупо. Да, а где тут нужны амортизаторы? Зачем тут они вообще нужны? Ну, типа, может, я в какой-то сверххороший город залез? Что тут, Германия? Ну, в Восточной Германии, вон, в Дрезден какой-нибудь. Просто Западная Германия, ну, понятно, что она, типа, там... Блять, тут тоже все нормально, что-то с дорогами. Вон... Состояние дороги. Если бы дорога была без вон Таврия прошла бы по своей полосе. Пиздец. BMW iVision. The first high-speed pedelec for urbanists. Ну, тут можно сказать, что тут типа вилка, но она кастомная, можно снять, поставить новую. Зачем тогда ее вообще, в принципе, в этот проект помещать? Так, ладно, читаем дальше, что там у них. Я вот это читаю, да, вот это. BMW iVision Ambi, BMW Motorrad, Vision Ambi, это механизм адаптивной мобильности автомобилей BMW. Вот это вот бюрократическая хуета, да, вот которую там, блядь, посадили человека там за компьютер и сказали: пиши, блядь, это стейтмент наш фирменный. А это что такое? BMW Motorrad, а? Это уже каких-то два BMW появилось или что? А, тут его, тут еще больше, короче. То есть тут уже с УЗИ будут ездить, короче, да? Бля. Оба автомобиля, ну типа велосипеда, оснащены системой электропривода с 3 скоростями для разных типов дорог. Ладно, окей, допустим. Оба велосипеда оснащены системой электропривода с 3 скоростями для разных типов дорог. Блять, они вот в предыдущем вот здесь сообщении написали, что это для урбанистов. For the urban mobility. Короче, сначала они написали, что это для города, теперь тут, блять, налепили на каждый этот самый... На каждое колесо по амортизатору, да. Посадили на каждого человека с УЗИ, и они там теперь тут будут ездить, да. Блять, тут столько написано. Пиздец. Хуйня. Я это все читать не буду, конечно же. Лицензия надо для велосипеда.
А что там еще они в Германии для велосипеда придумали? Пиздец, просто вот, казалось бы, Европейский Союз, да, вроде свободная страна, просто за 20 лет просто вот в совок скатываются. Для более высоких скоростей требуется, блять, какие-то сраные режимы. BMW Group демонстрирует свое стремление оставаться участником. Какой, блядь, может идти разговор о мобильности в городах вот с этой хуйней, вот с этой вот. Ну вот какой, вот о чем здесь, блядь, этот велосипед? Ну о чем? Зачем электровелосипеду, блядь, 50 передач? Вот чтобы что? Это же электровелосипед. Зачем там вообще, блядь, передачи? Это то же самое, что ручная коробка, блядь, на электромобиле. Ну, типа, там, первая передача, вторая. Зачем? Какая же это хуйня. Ну, типа, я не знаю, может, оно на кого-то вот производит впечатление, такой внешний вид, что... Там... Вот эти фаски, блядь, ну, там, как бы, Булгаров вылез тут вот. Вот здесь, вот это вот. Забежал этот самый в BMW там, блядь. Схватил, намоделил, блядь, фаску вот здесь. Да, ну вот фасочка, типа, пошла фасочка. Smartphones as a key. А если у тебя нету, блядь, смартфонов? Все, типа, выписан из людей или что? Что дальше? Ну вот если у тебя нет смартфона, вот что, какой мой следующий шаг? Что? Может тут что-то написано? Я даже эту хуйню читать, блядь, не хочу полностью. Ну я... блядь. Вот эти скетчи, да, вот. Вот зачем этот скетч вот был арестован? Блядь, ладно. Вот эта дырка квадратная на жопе, зачем она нужна? Это что, удобно, типа, там сидеть? Чтобы... Тут просто все лишнее, вот все. Амортизатор лишний, блядь, это колесо здоровое лишнее. Ну, это колесо, как бы, вот, это для горных, там, велосипедов, фэтбайков, да. Там, где там по веткам ездишь, да, и все такое. По грязи. Ну, просто вот. Ну, вот что такое дизайн, да? Дизайн это вот. Я написал, что такое дизайн. Функция дизайна — делать объект лучше. Чтобы его сделать лучше, его надо избавить от всего лишнего. Вот у нас есть объект, да? Городской велосипед. Мы делаем его лучше. Как его сделать лучше? Избавить от всего лишнего. Что, блядь, в городском велосипеде лишнее? Амортизатор, блядь. От амортизации, да? Зачем амортизация на шоссе? Что там амортизировать? Это первое. Вот эти широкие колеса, зачем они нужны? Чтобы, блядь, по грязи лучше ездить, потому что шире колесо, больше поверхность сцепления, меньше давления на квадратный сантиметр, легче проехать. Зачем, блядь, это широкое говно? Тоже 2. Зачем передача, блядь, на электровелосипеде? 3. Зачем такая батарея здоровая, блядь, в городе? Зачем вот эта посадка BMX-овская? Ну это же урбан велосипед или не урбан? Я не понял, что это за говно. Почему руль, блядь, не круглый? Че он, блядь, в форме крыла? Что это за полоски? Час вот поездить, и у вас на руках вот эти вот полоски останутся. Зачем вот эта дырка здесь? Вот что, блядь? Фаски эти вот. Зачем вот это? Вот зачем? Вот этот переключатель. Полная хуйня, вообще полная. Почему его верхняя его часть находится, блядь, сверху руля? Вот так вот смотрит. Да, то есть ты как бы вот держишься за руль. За что мне тут взяться? За паяльник. О, у меня паяльник тут есть. Вот ты, короче, держишься за паяльник, да, вот так вот. Вот, короче, ручка, да, деревянная. Круглая, вот. Казалось бы, полнейший совок, но вот это вот удобнее, чем вот эта вот хуйня будет. В миллиард раз. А что такое удобнее? Удобнее — это лучше. Удобство — это функция, которая пришла к тому, что она избавлена от всего лишнего. Вот если я, блядь, здесь лезвие для ножа сделаю, это не будет неудобно, потому что здесь это лезвие, оно лишнее. Оно как бы не выполняет свою функцию. Функция лезвия, блядь. А функция деревяшки просто круглая, чтобы за нее было удобно держаться. Вот просто взялся и все. Соответственно, вот ты взялся, да, за руль. Взялся. А у тебя вот этот переключатель, блядь, сверху. И тебе, чтобы ее включить, надо вот так палец туда, блядь, завести вот так. Зацепиться еще за него. И вот так начать. Что? Нельзя вот так сразу сделать, типа вот так, чтобы он сбоку был. Вот так сделать. Ать, и все. Да? Ну вот у меня ж палец лежит. Он же, блядь, не здесь лежит. Если бы у меня вот здесь сверху была кнопка, это мне надо палец сюда же завести, блядь, и начинать... Пиздец, какая хуйня. Это же, блядь, BMW. Давайте, производите. Ну это целая BMW, блядь, целый концерн. Что это за... Это вот, кстати, да, к разговору о скетчах.
Вот сколько времени было потрачено на этот кал? Вот сколько? Вот сколько? Ну, не знаю, сколько там часов, блядь, человека, часов, дизайнеров там. Все эти скетчи стали вещью в себе. Когда ты делаешь что-то не с какой-то целью, а просто потому, что ты как бы это делаешь. Ну, типа, ну вот я не знаю, ну, как, с чем это сравнить. Ну, вот ты ходишь в тренажерный зал, да? Ты ходишь туда зачем? Чтобы, блядь, железо поднимать снизу наверх, сверху на низ. Или ты ходишь, чтобы там, не знаю, чувствовать себя лучше. Или быть более здоровым. Или там и то, и другое одновременно. Ну, какая-то цель конкретная. В чем, блядь, цель вот этого говна? Вот что, чтобы что? Но это же BMW, блядь. Там каждый дизайнер по, блядь, 10 тысяч баксов в секунду получает. Блядь, зачем рисовать скетчи, если в итоге продукт говно? И на скетчах ты какое-то говно рисуешь ненужное. Лишние, блядь, детали. Что это за фаски? Куда они нахуй пошли? Зачем они? Вот это говно. 25-45 на жопе. Зачем? Кому это, блядь, показывает? Кому? Кто там, блядь? Вот там у человека голова вот здесь над задним колесом. Туда он смотрит. Кто туда смотрит? Кто вообще хоть раз, блядь, это говно увидит? Вот этот руль, блядь. Вот это вот встроенное, вот это говно в руль. А если мне не нужен фонарик? Но я, блядь, не езжу с фонариком. Что я буду? Каждый день его все время возить с собой, вот этот кал, вот этот вот. Зачем тут такая полоса Блядь. А если мне не нравится этот руль, блядь? Вот не нравится мне, не хочу. Что мне, шо, типа, блядь? Не покупай велосипед, блядь, руль не нравится. Пошел нахуй. Или что? Так, идем дальше. Вот, попер скетч. Вот это вот особенно важно. Вот здесь вот между вот этими двумя скетчами, типа, большая разница. Просто я вот смотрю на это, я поражаюсь. Вообще, у меня как бы в голове не укладывается, насколько это все лишнее. Все. Каждая мелочь, да, вот каждую мелочь разбирать. Вот абсолютно все лишнее. Абсолютно все сделано без учета какой-либо логики. Вообще вот. Вот эта графика, вот этого, да, вот эти полоски. Вот они сами сфоткали, блядь. Вот этот вот фэтбайк, да, с амортизаторами на идеально ровной дороге. Вот на идеально. Тут вообще... Вот у них у самих как бы в голове, вот когда они это фоткали, типа, не закралось мысли? Что-то как-то тут диссонанс какой-то немножечко. Я понимаю, если бы они поставили этот велосипед где-нибудь, не знаю, у нас в Минске, сфоткали бы там на фоне грязи, тогда было бы очевидно, для чего как бы этот... Тогда был бы дизайн какой-то объективный и обоснованный. Ну, он едет по идеально ровной дороге. Ну. Зачем ему этот амортизатор здесь? Вот он даже в лес выехал, тут все равно ровная дорога. Но это они попытались оправдать, зачем он нужен. Типа они втроем на одном велосипеде приехали или что? Ну, я понимаю, одного можно сюда вот посадить, на переднюю трубу. А второго куда? Куда они? Он сбоку бежал или что? Где он был? Как он сюда приехал, блядь? Пиздец. Какой же это проект лишний просто? А как тут телефон, кстати, держится? Тут показано, не показано? Ну-ка. Ну и как он тут держится? Типа на магнитике? Блять, я просто через это проходил. Вот объясните мне, нахуя здесь вот этот амортизатор, да? Вот эти вот жирные колеса. И предполагается, что этот велосипед будет там по кочкам вот так вот ехать, там просто вот так вот трястись, все будет. Да, и при этом, типа, телефон просто на магнитике держится. Тут вообще просто дырка, типа, в виде гроба, да? И где, и что? А дальше что? Не, ну я как бы тоже могу там, блядь, магнитик. Но это полная херня. Он не будет там держаться на одном магнитике. Смотрим вот сюда. Блядь. Вы представляете, что такое, ну, как бы велосипед, который весит 30 килограмм, блядь, в городе? Да вообще, в принципе, любой велосипед, который весит 30 килограмм, что такое вообще? Тут еще написали approximately, типа. Ну, хуй его знает. Может 30, блядь, может 35. Такой велосипед нормальный весит 8 килограмм. Там, ну 9, ладно, ну ладно, там 9. 30 килограмм, up to 60 километров в час. Я вот на своем шоссейнике просто без всякого электродвигателя вот с такой скоростью езжу. 45 км в час. Что мне с собой 3 велосипеда? Я понял, как они приехали, короче. Во. Может это велосипед-трансформер просто? Он как бы на 3 части разделяется. Но если он 30 килограмм весит,
Ну, по идее, по одному велосипеду, блядь, наебало вот, вот это вот. Но он разделился, они все втроем приехали туда, как этот. Майкл Бэй заснял там Трансформера 10, да. Потом он обратно собрался в один. Вот он и весит 30 килограмм, все как бы. Я разгадал, все, короче, поехали дальше. Еще вот это вот сделать, да. Ну, я уже сказал, как бы, для кого это. А, ну, вот это, я так полагаю, вообще будет удобно, вот это, блядь. Вот как происходит, да, дизайн на BMW. О, так, я получаю 8000 евро в секунду. Так, надо что-то ебануться. Что у нас там? Кто у нас дизайнер главный? Джонни Айв. Надо все упростить до предела. Оп, ну что, блядь, сиденья обычные делать? Блядь, ну мы же все упрощаем до предела. Блядь, ну давайте скамейку просто ровную, блядь. Что это такое? Что это за дырка квадратная? Для чего это? Почему она квадратная? Ну, я так полагаю, это настолько BMW Vision i100, что типа через 100 лет там уже не человек будет сидеть, а робот. А это квадратная дырка, я так понимаю, он квадратными какашками будет какать. Ну, он же робот, там, блядь, фаски пошли, блядь. Ну и все, и говно квадратное пошло. Бля. Это, пожалуй, самое лишнее. Бля. Это, пожалуй, один из самых лишних объектов, которые я вообще видел в своей жизни. Бля. Тут вот он как-то, да, вот как-то что-то тут. Ну, типа он летит вот с такой скоростью, и тут телефон, да, на руле прикреплен. В следующую секунду он наезжает на кочку, этот телефон раз туда улетел, короче, все. И причем этот телефон, он только с телефона, то есть этот вот велосипед, как там написано, он с телефона включается, то есть все, ты как бы, блядь, ничего с этим велосипедом потом не сделаешь, что это просто 30 килограмм на себе попрешь. Короче, ясно, полная хуйня. Вот реально, вот я вот беру этот проект, да, вот мне, вот чтобы сделать хороший дизайн, надо сделать все как здесь, только наоборот. Так, тут тормоза поставлены, не надо. Вот это вот говно есть, не надо. Вот тут руль вот такой формы, другой. Вот тут встроено свет внутрь, не встраивать. Значит, тут телефон прилеплен, да, вот сюда вот. Да, прям на велосипед, да. И там внутри уже встроена зарядка. Вот езжу я с велосипедом, с этим, с телефоном, не езжу. Все, вот это не надо. Вот такая ублюдская форма рамы, все, не делать. Вот такой идиотский подседельный штырь, да, который, если вот он сломается, да, вот он сломался. Все. Все. Ты будешь ездить вот здесь вот сидеть будешь. Потому что ты вот эту херню нигде не купишь вообще. Вот такой подседельный штырь, все. Квадратное седло, все тоже нахуй. Да, вот такая вот батарея, которая весит там 15 килограмм, тоже все, нахер. Что туда? Вот такой вот двигатель, да, вот такой двигатель. Такие шатуны, такие педали, нахер. Вот такой вот тормоз задний, такие покрышки. Тут вообще все лишнее. Тут нет ни одной детали, которую можно сказать, интересное решение, интересное. И это, в принципе, я считаю, видение будущего. Вот вы знаете. Рейндж 300 километров. Как он просидит вот на этой хуйне вот на протяжении 300 километров? Тут вот как бы болт нарисован, да, или что это такое? У меня просто как бы закономерный вопрос. А если у меня батарея разрядилась, да, вот, посередине, между Минском и Бобруйском, блядь, на трассе. И чё дальше? Как я это говно отсюда сниму, если оно там болтом прикручено? Ну, тут не видно, что оно прикручено. Но если у меня такое подозрение, что все-таки прикручено. Типа они подумали, бля, не надо, наверное, сюда на самое видное место болт вкручивать. Но это, в принципе, уже плюс, уже догадались. То есть, ну и что, вот эта батарея, да, если все вот эта херня весит 15 килограмм, да, я так подозреваю, то батарея тоже 15 где-то весит. Как это? Что? Это с 15 килограммами в руке, ну, не каждый человек, типа, пройдет 3 километра. Тут как бы ручка есть в гире. А тут как бы ее нету. Вообще-то ее тут нету. Я не знаю, может она там где-то спрятана, тупо. Секретная ручка какая-то, потайная, блядь, ручка. Короче, ладно, слишком много, видимо, внимания этому куску говна. Блять, вот конкретно каждая деталь лишняя. Вот каждая.